Приветствую всех, мои друзья! Вы на канале у Натальи Соболев, Израиль. Сегодня я расскажу о плотоядном клеще из семейства паукообразных, а в конце загадаю загадку. Вы только представьте, 1 грамм клещей стоит $600. Почему иностранцы платят миллионы долларов за них? Израильские ученые из компании BioBee, которые работают в кибуце Сде-Элияго в долине Бейт-Шана, это недалеко от нашей Афулы, вывели необыкновенного клеща. Клещ настолько прожорлив, что готов сожрать своего же родственника, красного клеща. А красный клещ – это вредитель для всех огородников. Он уничтожает огурцы, арбузы, перцы, картофель, груши, яблони. Он губит целые сады, поля, плантации. И самое страшное, что очень устойчив к химикатам. Опрыскивают поле химикатами, а эффект будто водой полили. Химикаты просачиваются в грунтовые воды, заражая людей, а поля и сады все уже заражены химией. В Израиле есть ограничения на использование химикатов, но все же применяют некоторые вещества. Израильский закон требует, чтобы фермер после дезинфекции выждал некоторое время перед уборкой урожая, чтобы дать яду испариться. Но есть культуры, которые требуют ежедневного сбора урожая, и фермеры несут убытки. Конечно, это отражается на ценах в магазине. Производители помидоров и огурцов проводят дезинфекцию плодов 8 раз в течение выращивания. Но когда они начали выращивать плодоядного клеща, использование химикатов снизилось на 60%. Клещ переползает с листика на листик, пока не найдет свою цель и не сожрет ее. В Израиле на фабрике BioBee по разведению насекомых работает 350 человек. Созданы предприятия в Чили, Мексике, Колумбии, США, Канаде, в Южной Африке. А также выращивают самцов плодовой мушки. И еще личинки ос, уничтожающих вредоносную тлю. Есть клопы-хищники, уничтожающие врагов овощей и цветов. Шмели, способные опылять теплицы и сады. Весь процесс промышленного производства запатентован и засекречен. Выращивают и собирают в долине Бейт-Шана плодоядного клеща, упаковывают в маленькие пакетики, похожие на чайные, и отсюда отправляют на поля Калифорнии, в клементиновые рощи Испании, в Мексику, к фермерам, где выращивают лесные ягоды. Отправляют плодоядного клеща на плантации марихуаны и в теплицы для роз, в Колумбию и Канаду. Группа создателей получила премию имени Бернарда Блума от Международной ассоциации биологической борьбы с вредителями. А компания BioBee в кибуце Сде-Элияго, недалеко от Афулы, считается одной из 3 ведущих в мире в сфере биозащиты растений от вредителей. А сейчас, мои дорогие, как я обещала, новая видео-загадка. Что это за предмет, для чего? Пишите в комментариях под видео. У победителя посмотрю 5 видео подряд. 5, не одно, как обычно, а 5 видео подряд. Не забываем ставить лайки. Я не прощаюсь с вами, а говорю вам до новой встречи.